Ребята, я продолжаю следить за этим делом Вороненкова. И вы знаете, какая странность? Я вот и написал уже об этом даже в Твиттере, ВКонтакте. Ребята, а знаете, почему правоохранительные органы не сообщают фамилии киллера? Ведь фамилия киллера известна. Ведь сразу же было понятно, кто это такой. Более того, при нем находились документы участника АТО. По всей видимости, этот непрофессионал полагал, что уходить ему с такими документами будет легче. Если вдруг попадет в какую-то неприятность, тыкнул, сказал, мы же с тобой побратимы, да и проскочил мимо. А то, что парень не профессионал, это, по-моему, уже очевидно всем. Почему не рассказывают, как его зовут? Ведь уже просочилась информация в СМИ о том, что у него на животе имелось старое ранение, о том, что он на самом деле был участником войны на Донбассе с нашей стороны, с нацгвардейской. Может быть, не сообщают, чтобы не спугнуть его подельников? Нет, не может быть, потому что подельники тоже подсчитывают украинские СМИ. Они отлично понимают, что правоохранителям давно известно, кто это такой. Информация о нем с годом рождения появилась буквально через пару часов после убийства Вороненкова. А сейчас-то уж 100% известно, кто это такой. 100% знают, что это уроженец Украины, что у него были проблемы с законом, то все 5-10. Так получается, не для того не сообщают, чтобы не спугнуть его подельников. Нет, какая-то есть другая идея у правоохранителей. Смотрите, ведь если бы сейчас сообщили, знаете, появились бы люди, которые сказали, о, так это ж Вася, а его лучший друг Петя. Они вдвоем что-то замышляли, и тогда бы начали звонить в полицию, и помогли бы полиции безмерно. А какой-нибудь человек сейчас на даче посмотрел бы и сказал, да он же вот здесь вот, на заброшенной дачке как раз ошивался со своими друзьями. Вон они как раз, собираются убегать. И позвонил бы в полицию. Так всегда и делают. Для этого и распространяют фотороботы. Для этого и максимально сообщают информацию, если это не вредит следствию. А здесь это не вредит следствию. Здесь это помогает следствию. Но не сообщают. Почему не сообщают? Как вы думаете? А можно сказать, что думаю я? Я думаю, что сейчас идет чистка. Чистка, которой позавидовал бы просто Ежов какой-нибудь. Сейчас идет тотальная чистка соцсетей. Сейчас идет тотальная чистка всей информации, которая может находиться в открытом доступе. Сейчас, я думаю, переписываются документы задним числом. Его срочно увольняют из какого-то там батальона. Срочно связываются с его командирами, чтобы, не дай бог, на них потом не вышли, и они не сказали то, чего говорить не надо. Срочно делаются документы о том, что он неоднократно пересекал границу с Российской Федерацией. Срочно лепится легенда, потому что без легенды окажется, что наш президент лгун, фантаст. Окажется, что советники министра фантасты. Все. Окажется, что все политологи, эксперты, настоящие дегенераты. Что они просто повторили одну и ту же версию, которая не имеет ничего общего с действительностью. Окажется, что наш паренек воин света, воин добра. Как же он влез-то в это? А? И как же это все-таки подстроить так, чтобы это был Кремль, а не наш паренек, который захотел отомстить подлому коммуняке за то, что тот когда-то голосовал за аннексию Крыма, а теперь топчет святую украинскую землю. Это единственная логичная причина, это единственная причина, которой есть хоть какое-то объяснение, почему имя этого гасконца держат в секрете. Это единственная причина. Если вы найдете другую, пишите.